непонятно, доедем мы или нет. У меня просто потекли слезы, я начала рыдать, говорю, что мне срочно нужно в госпиталь. Такого мы еще раньше не видели, и это запомнится надолго. Всем привет! В этом выпуске вам покажем поездку Пхукет-Краби, пляж Аунанг и другие красоты Краби, а также последние новости Таиланда. Поехали! Маша катит чемодан, не поверите куда. Мы договорились в самом первом месте, где мы останавливались, в Эмеральд кондоминиуме. Договорились о том, что мы у них оставим этот чемодан на месяц или на два, чтобы с ним не таскаться, потому что там максимально ненужные вещи. Так как Эмеральд находится вообще буквально, вот не знаю, тут 300-400 метров, то такси заказывать за 200 бат смысла никакого нет. Маш, направо же надо. Поэтому вот Маша сейчас его дотолкает, а я тем временем сейчас буду байк сдавать. Еще хотел вам показать, смотрите, насколько необычно, что мы сейчас находимся на Патонге, где буквально вот чуть-чуть пройти, и там уже будет оживленная улица. Вон там видно, нет, машины ездят. А внутри прям тишина, как будто бы где-то находишься, не знаю, там на Самуи, на Пангане. Ну вот только вот этот кондо немного выдает, что ты на Пхукете. А так вот тут вот прям зелень, тишина и уют. Мы едем уже на автобусную станцию. Так как ходят каждые 40 минут автобусы с Пхукета до Краби, то, в принципе, мы не едем к какому-то определенному времени. Мы просто стараемся хотя бы не поздно поехать, потому что последний автобус будет в 6. Сейчас 2:30, поэтому с небольшим запасом. Немного так уже жалко уезжать с Пхукета, потому что для нас Пхукет уже стал вторым домом. Мы сюда изначально приехали, тут месяц были. Спустя 4 месяца приехали, тут побывали. И Пхукет для нас уже такой перевалочный пункт. Мы тут уже все знаем, со многими знакомы, и тут все очень удобно в плане многих вещей. В Краби мы ни разу не были, поэтому так, немного есть такой адреналин. Но нам очень многие советовали, и по фотографиям, по видео мы видели, что там очень красиво. В этот раз мы едем не на Граби, а на InDriver, потому что когда я ввел в приложении Grab доехать до автобусной станции, то цена была 450 бат. И нам очень многие и подписчики писали, и мы, когда виделись с нашими подписчиками вживую, они нам говорили, что в основном пользуются InDriver, это намного дешевле. И я скачал InDriver, там была рекомендованная стоимость 250 бат, но я сделал 200 бат. И сразу же там 10 предложений, кто готов за эту стоимость ввести. Сейчас мы едем всего за 200 бат. Хотели с вами поделиться тем, что за целый месяц нас ни разу не оштрафовали за отсутствие прав на байки. Я пользовался чатами в Telegram, о которых я говорил в прошлом выпуске. Перед каждой поездкой я сразу же смотрел, где стоит пост. И таким образом строил свой маршрут. Но все же нас один раз остановили, и благодаря Маше мы не заплатили. Все дело в том, что в этот момент, когда нас остановили, мы ехали в госпиталь и очень сильно торопились. Надо было попасть до 3 часов, и оставалось буквально минут 40 до окончания, в принципе, приема и того времени, когда уйдет врач. Плюс у меня еще все болело, я волновалась, что мы не успеем. И когда нас остановили, у меня просто потекли слезы, я начала рыдать, говорю, что мне срочно нужно в госпиталь. И нас сразу же отпустили, сказали, что окей, езжайте. Приехали на автобусный терминал и хотели уже купить билеты. Нас спросили, мы хотим до Краби или до Аунанга. Мы даже не знали, что до Аунанга тоже есть билеты. Поэтому мы посмотрели по карте, где наше жилье ближе к бас-терминалу, и увидели, что до Аунанга намного ближе. Мы заранее знали, что билет до Краби стоит 160 бат. Всего это очень хорошая цена. И когда я сказала, что все-таки нет, мы поедем до Аунанга, мне дают чек, и там на двоих стоимость 800 бат. Я такая,
что, почему так? Аунанг ближе вообще-то, почему он стоит 400 бат, когда до Краби стоит 160 бат? Вот, в итоге посовещались и все-таки решили ехать до автобусного терминала, который находится в Крабе, и там уже будем заказывать такси до нашего жилья. Мы надеемся, что так получится дешевле. Ну что, мы уже отправились даже на 5 минут раньше, чем нужно было. Если 4 месяца назад, когда мы уезжали на Самуи, на автобусе был он полностью полный, нам некуда было садиться, то сейчас он практически пустой. Скорее всего, Краби не такое популярное направление, как Самуи. И самое интересное, что сам по себе автобус намного удобнее, намного приятнее и намного вместительнее. По идее, должны доехать за 2,5-3 часа. Будем останавливаться или нет, не знаем. По идее, обычно останавливаются на обед. Если остановится, то хорошо, вам тоже остановку все покажем. Как видно, на улице 34 градуса, очень жарко. Но в автобусе есть вентилятор, поэтому вполне терпимо. Едем, смотрим на красоты Таиланда. Что у нас, как всегда, с приключениями. Мы вышли на автобусной станции. Я, честно говоря, хотел уже по индрайверу заказать. Как тут к нам подбежал местный таксист. Я ему показал по карте, куда ехать. Он сказал: так у меня Санктеу, садитесь. Мы говорим: подождите, мы хотим покушать, потому что мы ничего не ели. Он говорит: садитесь, сейчас покушайте. И стоит 200 бат всего. Мы с Машей переглянулись, нормальная цена. Он нас повез. Я смотрю по карте, нам нужно ехать, примерно вот так вот, а мы едем куда-то вниз, вообще не в том направлении. Я думаю, может быть, он не ту виллу подумал. И Маша уже постучала, говорит: куда мы едем? Он открыл окно, говорит: мы едем в маркет. Думаем, ладно. Доехали до какого-то ночного рынка, и там садятся люди, 3 или 4 человек. Говорят: привет, вы в ночной рынок выходите? Мы говорим: нет, мы не ночной рынок, мы едем до своего дома. И там 2 таксистов стояли, мы такие выходим, говорим: сколько у нас есть покушать? Я понимаю, что они по-английски вообще ничего не понимают. Переводчики ввел им на тайском языке, показываю. Они такие: все, садись. Мы опять сели, думаем: ну ладно, уже все, едем до дома. Смотрю, мы едем опять не в ту сторону. Через 5 минут приехали на этот ночной рынок. Нам говорят: выходите. А там же еще 3 человек сидит. Вон, кстати, наш Санктео. И те люди, которые сидели, потом тоже ушли куда-то кушать. Он, наверное, им сказал, что у них есть 20 минут. Получается так, что нас все ждут, мы сейчас будем кушать. И нам теперь намного дольше ехать, чем от автобусной станции. Непонятно, доедем мы или нет. И что, тем попутчикам тоже ехать до Праева виллы, и будет ли ценник больше, тоже непонятно. Сейчас вот приехали на ночной рынок, попросили потай, нам сказали 50 бат, хотя какой-то мужичок подошел со стороны, сказал нам ценник, а не продавец. Тоже как-то все пока непонятно. Я так понимаю, на Крабе и в Аунанге не все далеко говорят на английском языке, как на Пхукете и на Самуи. Но ладно, посмотрим, что будет дальше. Доехали мы за 3 часа, на самом деле думали, что доедем намного быстрее, думали за 2,5 часа доедем. И еще будет светло, когда мы приедем, но нет, мы приехали уже после заката. Ехали, могу сказать, что довольно-таки комфортно, это не та поездка,
Пхукет Самуи в ноябре месяце, когда у меня потом неделю, наверное, болела поясница, настолько было неудобно. Сейчас мы ехали с такими спинками, людей было не так много, кто-то подсаживался, выходил, но все равно был неполный автобус. Было довольно-таки комфортно. Видно, что автобус такой более-менее новый, просторный. Устали, конечно же, всегда от дороги устаешь, но не сильно. Сейчас еще решили перекусить панкейк. Нас водитель все время посматривает, ждет. Мы наконец-таки добрались до нашей виллы. Мы заехали в наше жилище, в 3 часа выехали, в 8 часов только приехали, но мы еще заезжали покушать. Тут вот такая вот кровать. Большая king size, есть также кухня, где есть микроволновка, чайник, а также вот такой вот санузел. Это самое лучшее, что мы нашли в районе 30 тысяч рублей. Что удобно, тут есть такой вот холодильник, рабочий стол с телевизором, конечно же, смарт-телевизор, подобие какой-то шкафчика с сейфом. Тут, конечно же, есть горячая вода и, что очень удобно, это шампунь и мыло. И еще очень здорово, когда предоставляют такую вот воду хотя бы на вечер, это очень здорово. Видите, еще оформили Private Villa, это как раз название этих домиков. Первое, что более-менее было с кухней и с интернетом, мы, собственно говоря, и арендовали. Тут также есть бассейн, мы вам завтра его покажем, и также всю территорию покажем. Тут есть еще такой бонус, как бесплатные велосипеды. Для нас это особо актуально, потому что мы любим кататься на велосипедах. Но это все уже завтра. Сейчас очень устали, нужно отдыхать. Вот, на утро решил вам снять территорию. Это наш дом. Как видите, он отдельно от всех. Что удивительно для Таиланда, тут кирпич, а не бетонная стена. Мне вот такой вот вид намного нравится больше, чем большое количество застроенных зданий. Ощущаешь себя именно в Таиланде, а не где-то в каком-то заполненном городе. Тут дальше такой проход в саду красивый. Это, я так понимаю, парковка. Тут можно припарковать с навесом байки. А там, видите, бассейн. Сейчас я вам покажу. Ну и таким образом выглядит бассейн. Довольно-таки широкий, просторный. И что мне тут нравится, большое количество всяких шезлонгов, скамеечек. Даже вот есть качели. И обязательно душ. И бассейн мы уже испробовали. Тут глубина 1,8, а там дальше проплываешь уже 2 метра. Тут можно заметить такая столовая. Для того, чтобы тут кушать. Она предназначена для всех. А также там есть общая большая кухня. Кто хочет приготовить, это вот все там. Все так красиво оформлено. Прям как будто бы в каком-то заповеднике, а не хомстее. Тут можно увидеть вот такие вот скульптуры. Вообще мне место в целом очень напоминает Бали. Особенно район Убуд, вот прям один в один. Мы останавливались там несколько раз с Машей. И вот тут вот у нас такое дежавю каждый день. Проснулись с утра, голодные, пытаемся сейчас найти какой-то магазин, чтобы купить хотя бы воды. Вышли, тут ничего пока что нету, и у нас даже нету никакого транспорта, чтобы доехать, потому что тут всякие крупные магазины достаточно далеко, ну, чтобы идти пешком. Вот, тут должны были быть велосипеды, они есть, но они сломаны, и поэтому на них куда-то поехать не получится. В общем, сейчас будем пешком идти и искать, где там какой-то магазин и что-то перекусить нам. Мы прошли буквально вот 20 метров отсюда, и вот первый киоск спас нас наше утро. Мы теперь сможем спокойно позавтракать, покушать. Тут есть мороженое, всякие шпажки. Мы с Машей зашли в такой вот магазинчик, где, ну, по сути, по чуть-чуть все есть. И вода есть, и вот сгущенку взяли для кофе. Ну и вот огромное количество всяких сладостей, даже кексы всего за 20 бат. И это очень такая хорошая цена, обычно в 2-3 раза больше. Вот это вот за 5 бат, все остальное по 10 бат. Ну, в принципе, нормальные цены. Этот хомстей полностью не заполнен. Где-то 40% заполненность. И это хорошо, довольно тихо и днем, и вечером. После шумного Паттонга это прям как санаторий. Какие мне две вещи сразу же понравились в Крабе, это то, что куда бы ты ни вышел,
сразу видно вот эти вот огроменные горы. А второе, это то, что тут есть велосипедная дорожка. Посмотрите, вот это вот отдельно полностью велосипедная дорожка. Ее не было ни на Пхукете, тем более на Пангане, ни на Самуи. Единственный минус, что велосипеды, которые есть в нашем хомстее, они все заржавевшие и непригодные для того, чтобы кататься. Так бы тут вот просто взял, выехал и едь не хочу, никто тебе не мешает. Не знаю, правда, по всему ли Краби или только вот где-то вот в нашем райончике. Мы искали кафешку, но не нашли. Видите, вот тут должна была быть кафешка, но она полностью закрыта. Также на карте указано, что тут находится тайское кафе. Как видите, тут все закрыто. Да, особо мы тут ничего не поедим. Очень жаль. Мы находимся не прям в городе Аонанг, а чуть-чуть подальше от него, где-то в районе 5 километров. Я сейчас буду выяснять, каким образом можно так сделать, чтобы у нас сегодня уже образовался байк, потому что без байка тут тяжеловато. Ну что, я только что взял байк, вот он стоит. Хотел с вами поделиться тем, что когда едешь по дороге в Краби, просто невозможно смотреть только на дорогу, потому что посмотрите, но вот едешь просто, смотришь и во все глаза. Просто вот огроменная скала, и так вот постоянно вдоль всей дороги. Вон еще одна. Мы с Машей в Таиланде уже практически все, что только угодно повидали, но вот такие вот невероятные горы мы еще не видели. И когда вот сюда ехали, смотрели во все глаза, и сейчас я вот еду и постоянно останавливаюсь, чтобы посмотреть и разглядеть все эти горы. Краби именно этими горами и славится, но не только ими. За целый месяц, который мы будем пребывать тут, мы постараемся вам как можно больше всего показать. Вот, собственно говоря, байк. Мне его дали на 8 дней. Ну, обычный клик. Я вот уже проехал километров 10, и по ощущениям очень большая разница, конечно. Но, тем не менее, терпимо. Дело в том, что договаривались изначально на PCX, но PCX там продлили из-за того, что отменили самолет, поэтому человеку пришлось его продлить. Где-то через неделю мы пересядем на PCX, недельку поездим на клики, вспомним старые добрые времена, когда мы с Машей в 2017 и 2019 году были в Таиланде, мы гоняли только на клики. Мы приехали в городок Аонанг. Тут находится одноименный пляж Аонанг. Как видите, тут все так довольно чисто, аккуратно. И посмотрите, тут такие дорожки очень красивые, скамеечки есть, и они вдоль абсолютно всего пляжа. Отсюда прям сразу в глаза бросается вот эта вот огроменная гора. Выглядит, конечно, нереально, когда на это все смотришь. Красотища невероятная. К сожалению, сегодня большие волны. Сегодня нам не повезло, но так не всегда. Вчера волн абсолютно не было, было прям вообще красотища. И отлива такого не было. Но показываем как есть. Как видите, очень большой отлив, наверное, метров 30. Чем-то напоминает пляжи Индии. Только не хватает еще такой серой дымки, будет один в один.
Ребята, просто посмотрите, какой здесь невероятный вид. Здесь настолько красиво, настолько отличается от Пхукета, от Самуи, от Пангана, что прям вообще настолько наслаждаешься этим, что неописуемый восторг. Мы были во многих местах Таиланда, но именно до вот этих вот красивых видов мы никогда не могли доехать. И в Крабе мы мечтали побывать уже примерно лет 5. Наконец-таки мы добрались до него. Тут можно увидеть вот эти вот тайские лодки традиционные. Это так называемое тайское такси. Можно сесть и легко взять и доехать до острова Яуяй. Они находятся вот там вот. Расстояние около 25 километров. И сразу же за ними находится Пхукет. Если напрямую прочертить линию, то будет в районе 50 километров до Пхукета от Краби, что довольно-таки близко. Конечно, не передать словами, когда видишь все вживую, вот эти пальмы, горы, море. Вот прям идешь, смотришь и фотообои. Куда ни посмотри, все красивечно. Мы заметили, что на этом пляже очень много вот таких вот существ. Мы не знаем, что это лявры или что еще, но их большое количество. Маша на них насмотрелась и купаться, говорит, тут вообще не будет ни под каким соусом. Водичка тут именно у самого берега достаточно грязная. Это еще вторая причина, почему тоже тут лично мне не очень хочется купаться. И песок здесь и красный, и рыжий, и где-то местами такой какой-то серый. И поэтому все это смешивается в воде, и кажется, что ты в какой-то грязи находишься. Но, возможно, такая вода грязная, как Маша говорит, тут не всегда возможно. Это просто из-за того, что такой шторм и большие волны, возможно, из-за этого. Ну, посмотрим в течение месяца, что мы тут будем. Если тут будет полный штиль, то мы вам еще раз снимем обзорчик совсем маленький и скажем, всегда ли тут такая вода или нет. Тем не менее, тут люди купаются. Как видите, тут очень долгий заход, то есть можно идти метров 100 и будет по колено. Такое себе, конечно. Вдоль береговой линии там такая вот дорожка находится, и вдоль нее такие всякие барчики. Смотрите, какие красивые. Отели, рестораны. Тут отель, насколько я понял, Ша Плюс. И с него прям выходишь сразу в море. Это очень здорово. Вот эта самая дорожка. Видите, рестораны симпатичные. И вот очень напоминает на Самуи пляж Бопхут. Там вот один в один такая дорожка с ресторанчиками. И, конечно же, отсюда виднеется огроменная гора. Можно увидеть такие качели, которые вдоль всего пляжа. Для тех, кто в ближайшее время приедет на Краби, имейте в виду, там есть Golden Beach Resort. Сразу после него, как вы проходите, там будет большое количество ресторанчиков. И к вам подбежит обязательно тайка. Но вы не пугайтесь, вы послушайте, спросите, сколько стоит, и вам половинку ананаса, сочного, вкусного. У них такой маркетинг, даешь что-то бесплатное, вкусное, и уже такое ощущение, что вроде как надо расплатиться за это, да. Она говорит, вы сходите, погуляйте, через полчаса возвращайтесь, я вам сделаю отличный тайский массаж. На буклете он стоит 300 бат, она говорит, вам будет супер скидка, вам будет всего 250. Мы, конечно, не вернулись, но ананас съели. Смотришь на эту кромату и думаешь, интересно, а как она вообще появилась здесь? Потому что вроде бы такое все плоское, и откуда ни возьмись, вот такая вот огромная скала. Оказывается, это все создано природой из известняка, которые годами вот так вот складывались и нарастали постепенно, и становились все выше и выше. Известняки – это осадки, накопившиеся в теплых древних морях, которые покрывали эту территорию сотни миллионов лет назад. Еще одна из причин образования этих интересных скал заключается в тектонических процессах, когда одна плита надвигалась на другую. Чем еще выделяется этот пляж? Это огромное количество всяких ракушек. Их просто нереальное количество. Маша насобирала целый пакет вчера. Смотрите, какие огроменные тут ракушки, просто невероятные. Их тут огромное количество. Намного больше, чем вот во всех провинциях, где мы были до этого. Но в то же самое время нужно сюда заходить
босиком очень аккуратно, желательно иметь такую специальную обувь. Если хотите забрать с собой такой вот сувенир, то обязательно помните, что по закону ракушки и другие какие-то сувенирчики, которые вы достали именно с моря, официально провозить нельзя. Но если вы покупаете обработанные уже ракушки в сувенирных магазинах, то никаких вопросов не будет. Но обычно никто не разбирается, куплены они, либо подобранные с моря. Мы дошли до конца пляжа по левую сторону. Как видите, тут такие столики, барчик. Тут тайский алтарь. И мы сейчас подходим к тому месту, к которому мы, собственно говоря, и пришли. Сейчас нам придется взбираться по вот этим вот ступенькам, куда-то идти вверх. И дальше мы вам покажем очень удивительное место. Сейчас картина такая была, что на девушку запрыгнула обезьяна, она была с рюкзаком так же, как и я, и пыталась этот рюкзак открыть, думая, что там есть что-то съестное. Девушка бедная не знает, что делать, потому что если ты начинаешь обезьяну сгонять себя, она начинает быть агрессивной и может даже укусить. Поэтому, если вы, допустим, пойдете по вот этой тропе, обязательно с собой берите палку. Чем больше, тем лучше. Они их боятся, просто замахнитесь, и все, они все разбегутся. Сначала нам нужно будет перейти этот мост, а дальше мы уже пойдем по всем этим ступенькам. Тут, конечно, такие доски, что аж страшно идти, честно говоря. Какая-нибудь доска проломится, и все. Страховка может пригодиться. Единственное хорошо, что тут есть перила, то есть за них можно держаться и точно не свалишься, наверное. Вы спросите, куда мы там все шли? Минут 15, наверное, шли. Я уже чуть пару раз не оступился и ноги не сломал. Посмотрите, какую красоту мы сейчас увидели. Огроменный пляж, на котором практически никого нет. Правда, море чуть подкачало. И чтобы сюда попасть, нужно обязательно показать сертификат о вакцинации. Маша это сделала. У нас случайным образом оказались с собой документы, но вообще их прям носить с собой не обязательно. Я видел, там многие показывали на телефоне сертификат. Тут прям со всех сторон видно вот эти вот горы, они прям тут окружают. У меня такое ощущение, что можно было бы спокойно пройти и тут, там, ну, наверное, по колено, без всяких вот этих сумасшедших горок. Этот пляж сразу же очень отличается от предыдущего, с которого мы пришли, потому что здесь прям очень-очень чисто. Вон там вот в самом начале захода стоит такая емкость для сбора банок, бутылок, и на всей территории пляжа даже ни разу мы не увидели никакой банки, бутылки и другой грязи. Очень часто места с видами на такие скалы являются частью национального парка, и находиться там постоянно с ночевкой нельзя. А в Крабе, вот как вы видите, есть здесь даже отели прямо с видом на вот эти невероятные скалы. Мы дошли прям до основания этой горы.
Смотрите, вот здесь вот видно ракушки, да, и они вот так вот забетонировались вместе с песком, вместе еще там с дождем, совсем подряд. И вот образуются вот такие вот скалы. Не удивлюсь, если через какое-то время вот здесь вот тоже будут какие-то огромные валуны. Тут места, конечно, идеальные для всяких фотосессий. Но это потому, что сейчас очень большой отлив. Я так понимаю, когда будет прилив, тут все это будет затоплено. Поэтому нам повезло. Отсюда как раз-таки можно видеть безлюдный пляж, на который мы пришли. И также отсюда видно пляж Аунанг. Вот. Чем хорошее это место, так тем, что тут можно спокойно переодеться в этих пещерах, чем мы сейчас и займемся. Как видите, по такой штуке довольно-таки опасное занятие идти, потому что постоянно волны подкидывают. Маша пытается справиться с волнами, потому что ее прям подкидывает. И отсюда прям видно очень хорошо эти скалы. Сидим, смотрим во все глаза на эти фотобои и не можем, конечно, наглядеться, потому что такого мы еще раньше не видели. И это запомнится надолго. Вот таким образом обычно паркуется лодка сюда. Самое интересное, что видите, да, тут по пояс. Хотя мы находимся от берега, ну, метров 50, наверное. Мы уже выбрались с этой горы. Сейчас провожаем закат. Вот мы пришли с Машей в один из тех самых редких дней, когда на пляже Аунанг осуществился прилив. И вода такая, в которой можно, в принципе, купаться. И хочется купаться. Сейчас, правда, пляж сократился, наверное, на 2/3, но тем не менее огромное количество купающихся сразу можно увидеть. А сейчас по традиции немного новостей Таиланда. В прошлом выпуске мы говорили про различные варианты вывода средств. Забыли добавить один метод, это SWIFT-перевод с русской карты на тайскую. Но имейте в виду, что уже далеко не все банки поддерживают этот способ перевода из-за санкций. Но Тинькофф пока не попал под санкции, поэтому он переводит. Важно делать перевод именно с долларового счета. Комиссия за перевод будет $15, поэтому целесообразнее делать перевод сразу большой суммы. Насколько я знаю, за раз можно перевести до $10 000. Возможно, уже, кстати, и больше. Время перевода 2-3 рабочих дня. Мы решили воспользоваться этим методом сразу же, как отменили комиссию за покупку доллара 12%. Но сразу же попали на тайские праздники. То есть 12 числа мы совершили перевод. С 13 по 15 были тайские праздники Сангран. А далее следуют уже выходные дни, поэтому перевод, скорее всего, осуществится уже в понедельник. В следующем выпуске мы уже скажем, по какому курсу уже произошел перевод и случился ли он вообще. Но на счету указано, что оплата прошла. Ждем подтверждения именно тайского банка. Наши подписчики писали в нашем телеграм-чате о том, что у них выходило перевести деньги этим способом по курсу 1 к 2,6. В принципе, неплохой курс. Мы решили воспользоваться именно SWIFT-переводом, потому как наша криптовалюта лежит в 3 разных кошельках, да еще вдобавок на разных валютах. Все это переводится из криптовалюты достаточно долго, а для SWIFT-перевода нужны только данные карточки счета и, собственно, человека. Поэтому это получилось намного быстрее, и мы решили воспользоваться этим способом. Также ходят слухи, что в России легализуют криптовалюту как платежное средство. Пока что это все точно неизвестно, но мы следим за новостями и обязательно поделимся с вами в нашем телеграм-канале. Ссылка будет под видео. Далее следует вторая новость о том, что, скорее всего, с 1 мая власти Таиланда сделают более упрощенную схему въезда в Таиланд. Но так это или нет, мы, как всегда, узнаем в самом конце апреля. И, конечно же, мы сразу озвучим это в нашем выпуске. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!